Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в новую неделю февраля. Какой она будет? Легкой, сложной, напряженной, травмоопасной, денежной, финансовой, прибыльной или же романтичной? Все сейчас это расскажу в этом видео, поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, а я буду вам рассказывать. При этом доставайте свои ежедневники, будем планировать, бронировать ваше время для того, чтобы все у вас на этой неделе получилось так, как хотите вы. Ну что, ребята, новая неделя у нас начинается с 19 по 25 февраля. Неделя, я не скажу, что она какая-то будет супер продуктивная, результативная, супер мощная, там супер яркая или принесет нам много проблем. Нет, проблем она скорее принесет тем, кто не хочет ничего делать, кто будет ждать, что само рассосется, но как-то вот все само получится, разрулится. И вот без всякой вот такой истории сложной, напряженной, чтобы ничего не делать, да. Но есть все-таки дни, в которых необходимо прям напрячься, приложить усилия для того, чтобы, не получилось плохо. Да, у нас с вами на этой неделе еще и полнолуние. И полнолуние, это, я бы так сказала, не просто так. Полнолуние у нас будет на оси как раз-таки Дева Рыбы. И это одно из сложных таких эмоциональных полнолуний. И да, скажу так, что в районе полнолуния на самом-то деле обстановка будет накаляться. А так в целом, если же мы пойдем с вами с понедельника, с 19 февраля, то в принципе спокойный день, когда можно делать в работе, внедрять, запускать проекты, идти своей дорогой, кто куда шел, кто что обычно делал. То есть ничего такого, уж тем более плохого на небе не будет. Уран разъезжается с Меркурием, травмоопасные дни заканчиваются, моменты, когда нам захочется прекратить отношения с человеком, тоже заканчиваются. То есть активность, да, деятельность, да, Венера будет в соединении с Марсом, здесь уж что, как говорится. Держите свое мужское и женское начало в себе, я бы так сказала, под контролем. И действуйте и романтично, действуйте и активно в работе, и здесь будет хорошо. Энергия должна выходить, и здесь, конечно, такая борьба внутри мужского и женского, когда женщинам хочется стать такими воинственными, мужчинам хочется стать такими расслабленными, свободными. Такое ощущение, такое состояние, ребята. Да, обычно на Марсе в Водолее либо хочется покорять мир, какие-нибудь восстания начинать, да, либо хочется ничего не делать, просто вот так потратить время, полежать на диване. На самом деле можно эту неделю в принципе спустить и ничего не делать, но ничего хорошего от этого не будет. Поэтому да, действуйте. 19 февраля хороший, нормальный день для работы. Ничего такого выдающегося и сложного в этот день не будет, никто палки в колеса ставить не будет. 20 февраля, и здесь, конечно же, Луна в раке, хочется полениться, хочется поактивничать, хочется поругаться в том числе, да, но здесь будут во всяком случае возникать те истории, которые вы не доделали ранее, которые, вот вы, как я люблю всегда говорить, вы знаете, что надо делать, но не делаете, да, потому что Луна будет в квадратурах к кармическим узлам, и здесь, конечно же, вопрос быть демократичными, дипломатичными или же действовать, то есть если у вас придет к вам такое ощущение, что если я начну делать, я кого-то обижу, если я начну свой прорыв, устроюсь на новую работу, кто-то обидится, ребят, убирайте этот мусор из головы, время действовать. Лень вот эту вот задвигайте, она не нужна, она во всяком случае будет только портить настроение, ощущения, но при этом, если же вам гордыня будет шептать и говорить, надо все поярче, надо все, я бы так сказала, лучше, чем у всех, да, то есть здесь отслеживайте свои эмоции и понимание, то в прямом смысле осадите себя. Юпитер будет становиться напряженным, входить как раз-таки в квадратуру к Марсу с Венерой. И здесь момент, когда можно вот так вот хайпануть и испортить репутацию, легко. Поэтому немножко ведите себя сдержанными, да.
При этом это прекрасное время для учебы, для работы, для того, чтобы понимать, что вы хотите, что вы давно не сделали, все, что связано с юпитерианской сферой в том числе. Поездки, путешествия тоже будут проходить хорошо. То есть, если вы назначите себе какой-то, ну, то есть в этот день примете решение поехать куда-то, это будет хороший такой момент. 21 февраля в работе все хорошо, Луна будет менять знак с рака на льва, и такой сразу такие Наполеоны все появятся, Наполеоны все скажут: мы хотим активности, яркости, бурной эмоции, энергии. Хорошее время для того, чтобы пройтись по своим переживаниям, обидам, травмам, все то, что вы оставили в своем прошлом, особенно моменты мести, злости, отложенные, которые вы не хотели разбираться во всех своих обидах, и на фоне этого понять, что тратя свое время на обиды и на переживания. Я когда смотрю какой-нибудь интересный фильм, и там, когда кто-то кому-то мстит и хочет кого-то, там, я не знаю, сделать, чтобы в жизни стало плохо, я всегда смотрю и поражаюсь, сколько людей, человек даже бизнес готов построить ради того, чтобы кому-то отомстить, платит людям, для того, чтобы кому-то сделать жизнь хуже. И я всегда удивляюсь, сколько бы можно было сделать полезного на этой злой энергии. Так вот, и 21 февраля у нас тот день, когда, в принципе, в голове могут сойтись моменты, что на этой энергии, вместо того, чтобы с кем-то ругаться, можно на самом-то деле и бизнес построить, и активность сделать, и будущее свое изменить. Но это только для самых сильных и самых мудрых, кто готов с этим работать в принципе. Потому что, как мы все знаем, самые максимальные достижения получаются не на физическом труду, а на эмоциональном и духовном. Поэтому, да, ребята, максимальные финансы идут как раз-таки через труд в эмоциях. Поэтому, если в этот день, 21 февраля, вы как раз-таки соедините все свои эмоции, решите на этом сделать, ну, прям реальную продуктивность, создать что-то для этого мира, потому что, еще раз напоминаю, Плутон находится в знаке Водолея. И это сейчас тот момент, когда мы что-то делаем доброе, классное, потрясающее, действие для развития человечества, не для того, чтобы кому-то испортить жизнь и сделать хуже, а для развития человечества. Просто финансы будут как из рога изобилия. Поэтому, да, благотворительные проекты сейчас очень классно развиваются. Все, что связано с интеллектом, с развитием. Я не говорю про вот это хайповое искусственный интеллект. Искусственный интеллект, вы все, я надеюсь, знаете, что это обычная программа, как у нас с вами на смартфоне. В ней заложен определенный алгоритм, ничего там искусственного нет. Поэтому это просто программа. Искусственный интеллект — это такой хайп. Да, почему я начала говорить про хайп? Потому что 22 февраля день хайпа, я бы это так сказала. Это у нас с вами четверг, день абсолютного хайпа, перекрытых эмоций, новостей, которые будут выводить из зоны комфорта, менять фокус внимания, и внутреннее состояние будет вместо того, чтобы что-то вот такое презентовать, классное сделать, это будет восприниматься людьми очень странно и непонятно, да, поэтому в этот день будьте аккуратнее с рекламой и со своей репутацией. Можно сказать и сделать все то, что вы, например, всегда хотели и откладывали на этот день, но хайпануть так, что потом это выльется в минус. Несмотря на то, что растущая Луна и тому подобное, но аспекты. Как раз таки Лилит еще будет находиться в таком аспектике, который будет вытаскивать все подсознание, все то, что давно кипелось и томилось наружу. И здесь, ребят, понимаете, что продуктивностью в этот день заниматься отлично, с учетом того, что Солнце в соединении с Сатурном, в соединении с Меркурием стало, и здесь прекрасно работать, вот прям в прямом смысле творческие проекты, проекты даже физические, благотворительные, вот прям если работать продуктивно, составить себе планы, внедрять его, да, все, что связано с персоналом, развитие персонала, масштабная деятельность, расширение своей деятельности, все прекрасно. Вот этот, кстати, напряженный Юпитер с Луной дадут очень много вот этой энергии работать на масштаб. И если же вы хотите получить этот масштаб 22 февраля с помощью хайпа,
Но он потом будет странный, результат будет явно не тот, который вы ожидали. И хотя, если исходить из логики, любая реклама — это классная реклама, ну, смотрите, каждый строит свою жизнь на той репутации, которая ему важна. И здесь каждый принимает свое то самое решение. От так себе репутации сложно будет отмыться, потому что на небе не ретроградный Меркурий, и все, что будет сделано 22 февраля, останется, я бы так сказала, в памяти надолго. 23 февраля — день, когда захочется продолжить все свои вот эти истории с хайпом, и уже многие поймут разочарование от того, что произошло вчера. И здесь, конечно, такой момент осознания, что захочется обнулиться, там испортить отношения. Не ругайтесь, не испортите отношения с близкими, любимыми. Не надо этого делать. Не ругайтесь с коллегами, не уходите с работы, а наоборот работайте. Юпитер при этом находится в гармоничном аспекте с соединением Солнца, Сатурном, Меркурием. И здесь прекрасно работать, прекрасно делать те действия, которые направлены на продуктивность. Еще раз вам говорю, не с точки зрения быстрой выгоды и наживы, а быстро протратятся эти деньги в том числе. Как быстро пришли, так быстро уйдут. Здесь сделайте акцент на работу в долгую, и тогда у вас получится больше и прибыльнее то дело, которым вы будете заниматься. 24 февраля у нас с вами на небе полнолуние, конечно же. Что может быть интересного в этот день полнолуния? Ну, полнолуние на оси Девы Рыбы. Эмоциональное, стабильное, в том числе стабильное эмоциональное состояние. Захочется жестко много чего внедрить, эффект будет сложным. Кто не может выдерживать мощные эмоциональные качели, того, конечно, будет вышибать. Кто может эмоционально себя мотивировать, да? Кто может действовать и понимать, что не если будет даже небольшой провал, то он для чего-то нужен. Вот те, кто вот эту философию глубокую такую понимают, тем будет нормально. У тех будет залетать, у тех будет хорошо, те будут действовать, не ожидая результата молниеносно, будут понимать, что это работа в долгу. И это такой, на самом деле, хороший момент и аспект в это полнолуние. При этом, действуя, как я уже говорила, вот так в желании быстро хапануть, будет выливаться очень неординарный результат, да, и, скорее всего, он явно не понравится. При этом 24 февраля, момент, когда любовные отношения будут поддаваться таким проверкам. Здесь, естественно, захочется предъявить претензии своим вторым половинкам, здесь захочется сказать, что что-то не то, вот у меня в жизни этого нет только потому, что ты. На самом деле, ребята, все, что у нас в жизни есть, лично вот у меня, у там каждого моего друга, знакомого, это есть только потому, что мы сами этого захотели, каждый отдельно лично сам. Никто никому ничего не должен, никто не должен спонсировать другого. Вообще нет, ребят, у каждого в жизни есть ровно столько, насколько он постарался и потрудился. И да, если еще чего-то у вас в жизни нет, значит, либо вы ничего для этого не сделали, либо вы идете вообще не в ту сторону, либо, ну, вы врете себе, что вы это хотите. Вам это кто-то навязал, это вообще не ваше, вы боитесь узнать себя, потому что ну, надо же стать вот собой, убрать вот эту вот мишуру, да, с того, что общество там сверху наложило. Сейчас же модно одни вещи, а большинство из нас хочется совершенно другого, то, что не модно, понимаете? И многие хотят действовать в силу вот этого хайпа, тенденции моды. И, кстати, 24 февраля вот эта история с тенденциями моды будет очень актуальна на пике. Я не исключаю, что будут какие-то очень злые новости, которые будут наводить такой очень резкий диссонанс, люди будут спорить и ругаться, и того, что будут переживать, и на всех по-разному это будет влиять. И здесь, конечно же, не ругайтесь, посмотрите, в каждой ситуации, в каждой истории есть и плюсы, есть и минусы. И, в принципе, даже самого злого злодея можно понять, почему он так делает. Пожалеть ему, конечно, его и отпустить. Пусть вот дальше остается таким же ничтожным. Но
Сами-то так не живите, сами живите, как вы хотите. И это полнолуние на самом деле оголит многие провода, потому что Солнце в этот день будет в рыбах, а рыбы, естественно, это знак наших глубоких, потаенных желаний, нашей души, которая скрыта от всего мира, которую мы прячем. И здесь на самом деле можно, конечно, сказать, можно намечтать и нажелать себе в этот день чего-то. Нет. Можно начать трудиться в этом направлении, и тогда точно получится. Это про полнолуние. Но про него будет еще, естественно, большое видео, поэтому, ребята, потом посмотрите. Сейчас переходим к воскресенью, которое, в принципе, оставит такой очень большой жирный след после полнолуния, который будет тоже эмоционально. Луна будет в соединении с Лилит, и здесь, конечно же, мы все с вами будем проходить все те вопросики, которые мы не доделывали раньше, вопросы кармы, называйте их как хотите, да, вопросы всех своих выплеснутых эмоций. И если кто-то уже успел напылить на этой неделе, то будет расхлебывать свои отношения. Отношения эти, скорее всего, будут в личной жизни, потому что здесь Юпитер прям такой в сильной, в точной квадратуре с Марсом и с Венерой. И здесь, конечно же, да, не позволяйте своим амбициям рушить свою жизнь, особенно если вам ваша жизнь нравится, особенно если вы понимаете, что, блин, да, у меня все классно, но бывают, конечно, недочеты. Ребят, у всех они бывают. Нет идеальных семей, нет идеальных партнеров, нет идеальных стран для проживания. Это реально так, просто это нужно принять и понимать, что все то, что вам кажется, у кого-то сложилось так идеально или кому-то повезло, это человек потрудился, потому что у нас в жизни специально складывается так, что мы рождаемся в тех семьях, где мы будем максимально проходить те самые сложные уроки, да, где будет нам трудно для того, чтобы воспитать наш характер, где мы обретем тех самых друзей, с которыми мы будем либо расти вместе, либо становиться врагами. И для чего-то нам все это нужно, понимаете? И это тот самый момент, который нас закаляет. И вот эту философию я бы вам посоветовала на этой неделе-то и понять, и постичь. И уже если вы понимаете, что вы засиделись, ничего не делаете, ребята, реализуйтесь. Когда все плохо, когда все сложно, когда все страшно, единственное, что помогает, это работа, это наша реализация. Когда мы не просто идем пашем, с утра до вечера возвращаемся и ненавидим бытовуху, дом, жизнь. Нет, когда мы ходим на работу, или там у нас работа дома, то есть у нас есть дело жизни, наша реализация, когда мы там делаем, тогда и бытовуха домашняя, она прям такая классная, она прям в удовольствие. Поэтому вот такая история, вот такая философия, я бы так сказала, это последняя полная неделя февраля. Следующая неделя у нас уже будет февральско-мартовская, и март на самом деле будет очень сложный, поэтому в конце видео уже прикреплю плейлист с гороскопами на март, они потихонечку выходят. Просматривайте по наполняемости, смотрите ваш гороскоп, отправляйте друзьям, следуйте рекомендациям и живите, ребята. Помните, что раскачаться в феврале будет легче, чем раскачаться в марте. И я это вам еще в 2023 говорила, ребят. Но давайте не будем о прошлом, будем о настоящем и будущем. И уже пора стартовать. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, на которые вы можете опереться для того, чтобы принять верное решение. Если у вас личные индивидуальные вопросы, вам нужно быстро, срочно или вчера, как вы любите писать. В описании канала ссылочка на консультации, записывайтесь, будем разбираться с вами быстро. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!